Самая большая головная боль, я знаю, это кухня. Как правильно осветить рабочие поверхности? Я мало чего в жизни ненавижу, но вот это мой личный враг. Это тоже очень важный нюанс. Это как раз правило хорошего тона и правило вообще безопасности психологического здоровья своего. Допускается использование этой цветовой температуры, вот этого теплого белого цвета при одном сценарии, только его. Это вторая, кстати, популярная ошибка. Как правильно осветить обеденный стол? Всем привет, друзья! В дизайне интерьера освещение играет очень важную роль, то есть с помощью света можно испортить любой проект, даже самый крутой, или наоборот, самый простой проект сделать очень интересным с помощью освещения. Поэтому мы сегодня поговорим с профессиональным светодизайнером. Это Ренжин Сергей. Это я. Привет. Основатель студии светодизайна 500 Lux. Ребята делают очень серьезные большие проекты для крупных российских девелоперов, но также делают и проекты для частников. Угу. Также у ребят есть YouTube-канал, где очень много полезных роликов на тему освещения. Угу. Это классная штука, и в дизайне любого интерьера реально пригодится. Привет, Сергей, еще раз. Привет, Саш. Спасибо, что позвал. Самая большая головная боль, я знаю, это кухня. Как правильно осветить рабочие поверхности? Слушай, у меня про кухню есть несколько роликов, и поэтому я тебе легко сейчас отвечу, потому что я изучал этот вопрос, тестировал. У меня есть 3 просто классных инструкции для ребят, которые делают своими руками или даже для дизайнеров. Правило первое. Не бывает много света над рабочими поверхностями. Хочу сразу оговориться. Рабочей поверхностью я называю место, где мы там режем лучок, там что-то Ну, это столешница. Столешница, это там, где происходит движ, там, где мы готовим, то есть где происходит кулинарный арт. Вот там много не бывает света. Всегда производители мебели, 9 из 10 косячат и делают маленькую, тоненькую светодиодную ленту вот там вот в уголке, вот у карниза, которая работает примерно никак. Потому что она, естественно, не досветит, у нее же нет оптики. Поэтому вы просто должны этим ребятам помочь и сказать: чувачки, значит, нам нужно, чтобы светодиодная лента была обязательно, во-первых, хорошая, с высоким индексом цветопередачи, но если это уже too much, попросить, чтобы их было хотя бы 2-3 линии над рабочей поверхностью, и чтобы она была именно над рабочей поверхностью, то есть не в углу, а именно над рабочей поверхностью. Это очень важно. Это вообще любой мебельщик тебе сделает, надо просто ему об этом сказать. И напомните ему, что, конечно же, лента хорошо работает только если она наклеивается на алюминиевый профиль, чтобы тот отводил тепло. Иначе она будет отводить тепло в вашу мебель, которая будет вся вот так вот потом гулять, а потом диод будет деградировать. Конечно же, ваши подрядчики по мебели так не делают, мы понимаем. Но на всякий случай вы это в ТЗ им сгрузите. Мы приготовили еду, сели обедать. Да. Вот я сразу вспомнил, у меня была ситуация, я был в грузинском ресторане, здесь на Петроградке недалеко, очень классный ресторан. И я заказал харчо, и я вот сажусь, смотрю в тарелку, и у меня просто тень от головы закрывает полностью еду. А я ненавижу, когда я не вижу еду. Да, никто не любит. Как правильно осветить обеденный стол? Офигенная тема, очень крутая. Обеденный стол подсвечивается всегда отдельным источником света, и это не встраиваемый в потолок светильник, это обязательно подвесная какая-то история. Она должна быть подвесная, причем она находиться должна на уровне, чуть выше уровня вот здесь, чтобы мы не видели источник света. Она обязательно должна быть закрыта каким-то плафоном, либо если это открытый источник света, это какое-то артовое должно быть изделие. Как рассеиватель. Как рассеиватель. Если говорить о самых популярных, знаешь, вот эти вот шары заполонили в дизайне интерьера, шары, Стеклянные. Пипец. Пальцы. Нашествие шаров. Нафига? Ладно, любим шары, все мы любим шары. Хорошо, оставляем шары. Но в шаре не должна быть лампа вкручена, потому что лампа освещает воздух. В шаре должны быть такие модули, такие шайбы, шайбы, которые светят четко вниз. Тогда шары работают хорошо. То, что случилось в твоем грузинском ресторане, это самая банальная техническая ошибка, потому что ребята расположили светильник четко у тебя над головой. Это, кстати, то, что еще нельзя делать в детской. Он такой нагибается и не может ничего написать, потому что, он перекрыл. Поэтому обязательно источники света на рабочую поверхность детской должны слева и справа светить, никак не сзади. Это вопрос о том, как увидеть еду. Теперь вопрос, как увидеть себя. Вот девушка пришла в ванну, хочет накраситься. Как правильно осветить лицо? Это хороший вопрос, и это тоже частая история, которую нам задают наши заказчики. Тут на самом деле очень просто все решается хорошим зеркалом.
Просто хороший производитель зеркала, он заморочен, у него по периметру идет вот такая вот специальная для макияжа, как это правильно сказать, лента, она должна быть тоже теплая, и она должна быть с хорошим индексом цветопередачи. То есть у хорошего производителя зеркал у них всегда написано индекс цветопередачи CRI выше 90%. Это значит, мы увидим тот самый оттенок лица, который у нас на самом деле на лице. Если мы проснулись, как кто-то, то есть, мы понимаем, что надо еще бы слойчик один положить. Ну, то есть это прямой свет, направлен на лицо. Да, это кайфово. Отраженный свет может так работать? Отраженный свет так работать... Ты знаешь, он не покажет детализацию. Он покажет тебе овал лица, он покажет тебе, что на нем там есть нос и глаза, но он, собственно, зачем нам нужно зеркало, вот это вот самое большое с подсветкой, чтобы детали какие-то там подретушировать перед выходом на работу, побриться. Тот свет, который отражается от стен, он не даст хорошей именно освещенности, она называется у нас вертикальная освещенность, так называемая яркость вот в канделах, то есть ее мало. Для того, чтобы это увидеть, достаточно подвесить, ну хорошо, если мало прям света от зеркала, можно повесить 2 точечных светильника, хорошо встроить в потолок, и чтобы они, ну то есть долетали немножко до лица, но это уже просто мейкап 80 уровня. Реально вот этого зеркала хватит, чтобы любое красивое лицо сделать, просто подчеркнуть его, как там девчонки делают. Я боюсь просто это комментировать, они все такие красивые, но... Люди часто делают себе ремонт без дизайнера, у них нет возможности, или они просто не хотят принципиально заказывать дизайн. Какие ошибки у них могут произойти? Чаще всего дизайнеры, когда проектируют освещение, или ребята сами проектируют освещение, они забывают работать с поверхностями вертикальными, то есть используют только горизонтальный свет. Это большая ошибка, потому что, используя свет только горизонтальный, мы уничтожаем визуально как бы то пространство, в котором мы находимся. Вторая ошибка, она же к первой относится, это когда мы забываем делать акценты на стенах. То есть, условно, втыкаем светильники в потолок, направляем их вниз, неважно какие там, они встраиваемые, накладные, или это трековая система, которая светит вниз. Это работа именно с горизонтальными поверхностями. Оно выравнивает весь дизайн. Ничего тут хорошего нет. Поэтому что вот ты вот создаешь свой дизайн интерьера, ты ходишь с заказчиком, вы обсуждаете кучу деталей, миллион нюансов, и при этом, когда включается свет, он ничего это уже не увидит, потому что нет акцентов. А дизайн и акценты, я бы тут вообще знак равно поставил. У меня был такой случай, когда я начинал работать дизайнером, я очень, как сказать, я не спорил с заказчиками, я делал то, что они просят, и заказчик где-то прочитал, что на 1 метр квадратный должна быть 1 точка. И у него в гостиной 70 точек. Спустя 5 лет он сказал: Саш, ну почему ты меня не отговорил вообще? Это вторая, кстати, популярная ошибка, когда дизайнеры... Они прям лютуют по количеству. Что они делают? Они поднимают чертеж, смотрят на чертеж и смотрят, что там квадрат, например, или прямоугольник. И они такие: прямоугольник, нарисуем-ка мы прямоугольниками светильники. Ну, типа 8 их поставим. Почему 8, ребята? Зачем прямоугольник? Ну, светодизайн — это когда мы можем ответить себе на вопрос, зачем конкретно этот светильник находится здесь. Да это и про дизайн, наверное, в целом. И почему именно вот так он светит. И чаще всего, как раньше делали евроремонты, дизайн евроремонты, это самая такая большая ошибка, я ее тоже часто встречаю, до сих пор она встречается в проектах. Это когда точечные светильники, вот эти дешевые, которые оптика 120, периметру. Пипец. Они ее лепят по периметру, и тут еще третья ошибка всплывает, это световые ожоги. Световые ожоги — это когда светильник близко подносится к стене, и он не работает. То есть у него оптика 120 градусов, он светит 120 градусов. Понятно, почему он не подносит его к стене, потому что он не обожжет сетчатку, но при этом он обожжет стену. И мы как бы видим такую зебру на стене, и при этом нифига не видим, что находится у нас, собственно, в этой квартире, потому что глаз начинает аккомодировать. Ну, типа, мы смотрим вот на лампу, и у нас автоматически затемняется все пространство, потому что, орган зрения так реагирует, физиологическая такая его способность. Ну, в принципе, насколько я знаю, не должно быть, источник света не должен быть в прямой видимости. Это тоже очень важный нюанс, это как раз правило хорошего тона и правило
вообще безопасности психологического здоровья своего, потому что источник видимости, если источник света находится в прямой видимости, но это все, то есть он особенно в ландшафте. Вот у нас есть много роликов про ландшафтное освещение и про фасадное освещение. Ну, прикинь, то есть ландшафтные дизайнеры, это не совсем дизайн интерьера, но они создают ландшафт, и они делают красивые там, это пипец, у них целая индустрия, у них там какие-то ели. И они ставят туда условно из Leroy Merlin лампу, и они ничего кроме лампы уже не видят. То же самое в дизайне интерьера. Ты поставил светильник, который я искренне ненавижу. Я мало чего в жизни ненавижу, но вот это мой личный враг. Знаешь, такие, они их называют архитектурные. На шнуре, на черном свисают такие вот геометрические правильные штуки. Это очень круто выглядит днем. Но что внутри? Внутри какая-нибудь лютая лампа, ватт на 20, светодиодная, которая фигачит, она светит, и ничего мы кроме нее не видим вечером. Это прям проблема. Просто можно купить такой же формы, геометрической, но это должно быть закрыто плафоном и висеть над столами. Заказчики почему просят много точек? Потому что они боятся, что будет темно. А многие любят просто ярко. То есть много точек — это равно светло и наоборот, или нет? Ну, если ты влупишь много точек, это будет светло. Но понятие светло у всех же разное. Есть как-то средний уровень освещенности, который комфортен всем. Вот мы сейчас в студии с тобой сидим. Здесь примерно люкс 400 или 500. У меня студия называется 500 люкс. Потому что 500 люкс — это комфортный уровень освещенности для органа зрения, для глаза. Но так ярко не надо. Когда мы включаем акценты, просто на стену направляем акценты, а над нашим каким-то столом кухонным работает красивая овальная горизонтальная освещенность, нам этого базового достаточно, нам уютно. А когда все залито равномерным освещением 500 люкс, ну, нам, конечно, безопасно, но нам же некомфортно. Нафига мы создаем там дизайн интерьера, чтобы что? Чтобы, типа, операцию там делать, ну, на ком-то или... Ну, получается, заказчику, приходящему в магазин света. Да, у него проблема. Что делать? У него проблема. Потому что, когда он попадает на территорию шоурума, то святая задача любого продавца в шоуруме — что сделать? Продать ему наличие со склада. И максимальное количество... Среди них есть эксперты, но очень мало, потому что они замкнуты в рамках как раз того ассортимента, которого есть у них конкретно в магазине. Сделать нужно очень простую штуку. Это называется калькулятор освещенности. Он покажет, какое количество светильников, плюс-минус 2-3 светильника условно нужно. Но это не решит вопрос эстетики светодизайна. Что тебе говорит уровень освещенности в 300 люкс, например? Типа, я тебе сделаю освещенность 300 люкс. Это не равно дизайн. Это значит, что просто уровень освещенности будет такой. Светодизайн — это, как и дизайн, это слои. Есть слой функционального освещения. То, о чем ты говоришь, когда заказчик говорит, я хочу много света. Это просто слой функционального освещения. Он используется примерно в 5% нашей жизни. Это когда в спальне приходишь в спальню, там стоят 4 или 6 там, встраиваемых светильника, которые светят вниз, и при этом они включаются примерно никогда. Потому что всегда работает лампа. Потому что, нам комфортно с лампой. Нам не надо, чтобы на нас светило сверху. Ну, многие даже от люстры отказываются в спальнях. Слава богам и предкам просто, ура. Это просто... Я радуюсь каждый раз, когда вижу, что люстры, вот этой вот прекрасной люстры, которая с вензелями снисходит на нас сверху, от нее отказываются, потому что люстра — это не источник света в первую очередь. Это декоративный элемент. Она сама по себе прикольная, сейчас очень много люстр, которые красивые, но не надо на нее рассчитывать как на основной источник света. Почему люстра — это зло? Когда она одна, вот и кроме нее ничего нету. Вот как в нашем детстве было. Сталинка, еще что-то. Люстра светит, под ней происходит жизнь. Она выравнивает весь интерьер. Ну, там другие времена были, там особо и дизайна не было в интерьере. Но ты, когда создаешь дизайн, подбираешь шторы, мебель, вы согласовываете расстановку и все. И подвешиваете просто одну люстру, используя как источник света, ну, не вы, а вообще заказчик, она просто выравнивает все пространство. Пространство получается, оно... Плоским. Ну, то есть оно не фактурное. Намного проще и намного интереснее взять и использовать трековую систему, например. Не обязательно дорогую магнитную. Обычную трековую трехфазную систему, повесить ее, поставить туда пару модулей, вот таких линеечек тоненьких, маленьких линейных модулей, которые светят, создают функциональное освещение люкс 200. Этого достаточно, больше не надо. И при этом акценты, которые светят на картину,
на диван, на стойку там барную какую-то, на барный остров, еще куда-то светит. Это намного прикольней. Ну, давай подытожим совет. Надо комбинировать разные источники света. Надо комбинировать разные приборы освещения. Источник света — это все-таки лампочка, которая вкручивается. Нужно комбинировать решение. Вот для этого самый универсальный способ — трековая система. Ну, винтажные люстры, кстати, тоже сейчас очень модные. Очень люблю винтажные люстры. Они офигенные. Мой канал много смотрит начинающих дизайнеров. Как им избежать ошибок? Да есть вот для них как раз буквально пара правил всего. Дорогие начинающие дизайнеры, если вы выбрали паттерн цветовой температуры, который будете использовать, теплый белый это должен быть, конечно, паттерн, другой вы не выбрали. Вы не могли выбрать холодный, потому что вы дизайнеры. Вы выбрали теплый белый цвет, 2700 кельвинов. Если вы его выбрали, то допускается использование этой цветовой температуры, вот этого теплого белого цвета, при одном сценарии только его. Нельзя одновременно в рамках одного сценария освещения использовать и теплый, и холодный, потому что это как бы структуру объема оно разбивает. Вот ты используешь, допустим, цветовую температуру нейтральную 4000 кельвинов, холодную 6000 кельвинов и там 2700 теплую. В разных местах у тебя лампа Эдисона в люстре, в коридоре, так и все. У тебя какой бы ты ни сделал дизайн, как бы ты круто не выкрутил все паттерны обоев, это все погибнет, потому что мы это не увидим, потому что мы увидим холодные оттенки. Поэтому выбрали 2700 кельвинов, используйте, пожалуйста, в едином сценарии везде. То есть из коридора 2700 кельвинов идет, заходит в гостиную. Держаться одной цветовой температуры. Да, держаться одной цветовой температуры. А второе? Вот второе, которое следует из начала нашей встречи, это самое кайфовое, когда ты работаешь с поверхностями. Вот когда ты работаешь с акцентами. Акценты решают вообще. Саш, акценты могут сделать невероятное. Ты с помощью акцентов, ты управляешь вниманием. И знаешь, как говорят, к этому свету я и так привыкну. Конечно, ты привыкнешь, потому что ты привыкнешь, когда у тебя хорошее освещение. К хорошему быстро привыкаешь. Да. Есть всегда настройки косяки, но нет строек без косяков. И поэтому акценты здесь очень важны. Вот я, например, люблю светильник. Он придает картине форму. То есть он светит квадратом, или прямоугольником, или треугольником. Если у тебя есть какие-то картины на стене или какая-то прикольная полочка, то ты с помощью такого светильника, он в трек вставляется, направляется, делаешь вообще арт-объект. Ты вырубаешь все освещение, оставляешь только его, и получается кайф. Тебе там комфортно, он сам светится. Но тут важно учитывать момент от поверхности. Поверхность не должна быть отражающей. То есть свету, чтобы жить, чтобы как бы существовать, ему нужно теплое что-то, желательно текстурное и желательно светлое. На самом деле дизайнеры, заказчики, они все хотят видеть то, что они уже видели. Расскажи, пожалуйста, что сейчас есть нового такого интересного? Может, есть какие-то интересные новинки в мире света? Я, все новое, хорошо забытое старое. Я очень люблю использовать слой эмоционального освещения. Что это такое? Эмоциональное освещение — это то, что вызывает эмоцию. Это цвет в интерьере, это парящая кровать, это тектоническая какая-то классная штука на стене. Знаешь, вот такие тектонические такие всякие срезы деревянные, напилы мы их называем. Это то, что не дает освещенность, но дает эмоцию. Вызывает как бы эмоциональную радость. Смотря на лампу Эдисона, например, вот в нашей студии, она ж почти ничего не освещает. Но она работает приблизительно в паттерне солнца, где-то вот там, 1900, именно утреннего раннего солнышка, точнее вечернего. И нам как бы оно вызывает у нас эмоцию. Поэтому не бойтесь применять цвет в работе с дизайном освещения. Кажется, что за счет света мы можем полностью менять вообще сценарий. Конечно, это кайф. Это по сути второй раунд в твоей борьбе, вот в твоем поединке за дизайн, за эстетику. Это просто еще один этап, который ты тоже прикольно применяешь. Просто слой эмоционального освещения, если вы добавите, я думаю, ни один заказчик не откажется. Представляешь, кайфово, ты встаешь вечером там куда-то прогуляться, там, не знаю, до уборной. Как это сделать? Нужно просто, чтобы у тебя была какая-то кнопочка, которая подсветит, не знаю, 3 маленьких светильничка навигационных, которые будут мягко ниспадать на пол. Ты психологически не проснешься, но при этом ты дойдешь, сделаешь свои дела, вернешься и прекрасно уснешь и выспишься. Я постоянно от заказчиков слышу, там, желтая комната — это безумие, там, черная комната — это мрачно. Как свет может влиять на человека? Классный вопрос.
Спасибо за вопрос. Я папа сына, вот, и я как-то смотрю, что творится, например, с детскими. Со светом есть проблема, потому что мы же как хотим? Мы хотим побольше, особенно для ребенка своего. Побольше, получше, поярче. Вот это табу нельзя ни в коем случае. У ребенка должно... Ну, то есть сейчас такой вообще ритм жизни, что дети и так ускоренные, как капец. Они прям по потолку бегают. И вместе с ними бегает наша нервная система по этому потолку. Поэтому мы, как можем, должны на пространство повлиять. В первую очередь, как мы это можем сделать? Сохранить его психологическое здоровье. Для этого просто в детской не делайте яркое освещение никогда, пожалуйста, ни в коем случае. Это раз. Яркое — это выше 300 люкс. 200 люкс. Не надо ярче, не надо более освещений. Второе. Пожалуйста, не применяйте цветовую температуру выше 2700 кельвинов. В крайнем случае 3000 кельвинов. Их больше можно не достать по шоурумам. Потому что когда ребенок оказывается в своем пространстве, для него же это как царство, да, у него должно быть только одно яркое место, его рабочее место, где он сидит, там рисует какую-то хрень, он там что-то шуршит, что-то делает. Для ребенка очень важна стабильность. Вот он там вот за столом делает свои детские дела, в остальном он что-то там играет, кубики собирает на полу, окей, туда еще треком давайте направим, чтобы там тоже 250-300 люкс было, чтобы ему было видно. Но самое главное, что к вечеру это должно все, как бы яркость должна управляться. То есть, обязательно нужно с помощью димирования ее стравливать поменьше, ну, кроме, естественно, рабочей поверхности, потому что там он глазками смотрит, и, ну, ему важно, чтобы там было все хорошо. И дальше продолжаю эту тему, потому что очень это важная тема, она супер недооцененная сейчас. Свет напрямую влияет на психологическое здоровье наше. Ну, как бы не буду рассказывать, в какой мы сейчас там все условно стране. Все классно, все хорошо, конечно, но по возможности из нашей дома, чтобы в нашем доме мы получали как бы комфорт и отдыхали. Что бы там ни происходило за границей нашей квартиры, важно, чтобы дома мы отдыхали. Поэтому светом мы можем напрямую на это повлиять. У вас должно быть хотя бы 3 сценария. Хотя бы 3 сценария освещения. Это вообще никак не влияет на стоимость. Вот ты как бы что так ты делаешь, что сяк ты делаешь, это стоит одинаково, там, условно, единицу денег. Но просто если у тебя есть 2 сценария освещения, 3 и слой эмоционального освещения, ваше психологическое здоровье, оно в безопасности. Это очень важно. И хочу еще сказать, если вдруг уже есть дизайн-проект, если вдруг уже выведены кабельные трассы, там подсветильники, даже уже закуплены светильниками, это не проблема. Просто дайте команду вашему прорабу, чтобы он добавил выключатель с возможностью управлять яркостью этими светильниками. Все светильники управляемые. Их просто продают подороже, типа Dali там, или DMX протокол. На самом деле любой светильник управляется. Есть куча протоколов, там, ну, немножко сейчас буду нудить, там 1.10, там условно еще какие-то протоколы, которые позволяют яркость подубавить. И это офигенная опция. Ты же, ну, у тебя же не всегда есть время на светотехнический расчет. Ты закупил эти светильники, ты прямо сейчас вкрутил их в потолок. Ну, сделай управляемой яркостью, поуправляй яркостью. Даже в крайнем случае, если такой уже опции нет, уже все зашито и уже тошнит от мысли о ремонте, можно попросить сделать не 2 выключателя, а 3. Просто чтобы группами гасить свет. Конечно. Как купить, как выбрать цвет по фотографии? Как выбрать цвет по фотографии? Очень просто. Нужно понимать в своей голове и представлять в первую очередь, что свет, он у нас есть 2 основных типов. Это свет функциональный и свет эмоциональный. Эмоциональный — это декоративный свет, который вот настольная бра, прикроватные какие-то красивые лампы. Его купить вообще easy, легко, очень просто. Вы покупаете там не свет, вы покупаете форм-фактор. А вот функциональный свет по картинке купить невозможно. Никак. Трековую систему, встраиваемые светильники невозможно купить ни на Алиэкспрессе, ни в каталоге в магазине, потому что и даже в шоуруме. Когда вот есть стандартная история, человек приходит в шоурум светильников, даже хороший шоурум,
ему становится хуже еще до того, как он туда пришел. То есть он думал прийти и разобраться с освещением, приходит, уходит, и у него еще больше вопросов, потому что его там нагрузили там уровнем освещенности и так далее, он вообще таких слов не знает. Для этого нужен проект освещения. Единственный способ, точнее, два способа существует сделать комфортный свет. Это либо купить у тебя или у хорошего дизайнера проект, потому что он прям заморочен. Он, если сам не знает, ему не стыдно ко мне, допустим, прийти. К нам часто дизайнеры-архитекторы приходят, да, говорят, сделайте расчет. Я вот хочу вот эти светильники, они мне по форм-фактору, сколько мне их надо? Окей, вот столько. Он пошел там, посоветовался с производителем. Поэтому ответ на этот вопрос только один. Нужен проект освещения, либо в крайнем случае нужно очень четко отдавать себе вопрос, у какого производителя ты этот светильник покупаешь. Очень часто дизайнер выступает в роли, знаешь, такого режиссера, который подбирает исполнителей, да? Которые каждый специалист в своем деле. Невозможно быть специалистом во всем, ну просто ты с ума сойдешь. Согласен. Я хочу сказать огромное спасибо Сергею за очень полезную, я считаю, интересную и экспертную беседу. Было очень интересно, спасибо. Спасибо, что позвал. Спасибо, ценю. Пока. Всем пока, пока-пока. Я когда говорю в словосочетании про арабский ремонт, у меня такой Василич с такими мохнатыми, мощными руками мозолистыми в голове. Вот. И это все очень так печально обычно.